корейский хлеб на рисовом вине макколи. В прошлом видео мы с вами делали корейское вино, и вот на основе этого вина сегодня будем выпекать хлебушек, а точнее мы будем готовить его в стимере. Ознакомьтесь, пожалуйста, с необходимыми ингредиентами, и мы с вами приступим к приготовлению. А в конце видео будет ссылка на то, как готовить макколи, без которого этот хлеб не приготовишь. И особая гордость этого видео – это виноград, который я сама засушила под крышей на открытом воздухе. Его именно я и буду сегодня класть в этот хлебушек. Итак, в первую очередь нам, конечно же, потребуется корейское рисовое вино макколи, а именно 2 кружки. Обычная чайная маленькая кружка или же пластиковый стандартный маленький стакан. Заливаем в емкость. Можно лучше всего использовать эмалированный тазик, или же пластиковый тоже подойдет. И теперь сахар. Сахар 1 кружка. Если у вас есть коричневый сахар, то лучше использовать коричневый, но и белый тоже подойдет. И если любите послаще, то можете добавить еще 1 кружку. Или если вы делаете это для детей. Кстати, этот хлеб могут есть и дети тоже. В Корее дети его едят. И далее щепотка соли или 2 щепотки, но по вкусу. Этот хлеб очень полезен, и поэтому его дают детям, несмотря на то, что он был приготовлен из рисового вина. Он богат витаминами С и В, и в нем присутствуют натуральные дрожжи. Все перемешиваем. Далее добавляем обычную пшеничную муку, 4 кружки. Лучше всего использовать сито, то есть не прямо-таки просто всыпать муку в уже заготовленное вино, а пропустить муку через сито. Так оно быстрее и лучше перемешается, то есть мука лучше распределится и не будет комочков. Точнее, их не будет, но их будет меньше при перемешивании. Итак, 4 кружки просеиваем через сито. Это отнимет у вас время, но облегчит задачу при перемешивании, как я уже сказала. Просеиваем муку. И, как мы видим, мука уже, она более рассеянная. Берем лучше всего деревянную ложку или, например, спатулу и начинаем перемешивать. Перемешиваем либо движениями туда-сюда, либо по кругу. Но вначале, как правило, удобнее сделать туда-сюда движение, а затем уже начинать размешивать тесто по кругу. Мы его размешиваем не до конца в данный момент времени, а просто немного смешав ингредиенты, и берем 2 яйца. Яйца мы с вами разбиваем в какую-нибудь емкость для того, чтобы их потом перемешать. Что интересно, в Корее яйца разбивают без помощи каких-либо предметов, а просто разбивая их об стол. И перемешиваем, точнее взбиваем. Взбиваем как можно более лучше. Кстати, яйца можно тоже просеять через сито при желании, так даже будет лучше. Вливаем взболтанные яйца в тесто и все перемешиваем. Теперь уже перемешиваем все хорошо и основательно до однородной массы, избавляясь абсолютно от всех комочков, чтобы получить однородное тесто. Вот такой консистенции мы примерно с вами тесто получаем. Оно может быть либо чуть-чуть гуще, либо чуть-чуть жиже. Но, в принципе, это не очень важно, должно быть как обычное тесто. Затем мы накрываем его либо пищевой пленкой, либо каким-то ни было куском ткани. В нашем помещении было не очень-то тепло, поэтому я сверху еще накрыла его одеялом, чтобы тесто лучше поднялось. Как я и говорила, наше макколи было натуральным, сделано на натуральных домашних дрожжах, поэтому этот хлеб будет максимально полезен. Вот посмотрите, тесто должно подняться, как и любое другое обычное тесто.
Если вы сомневаетесь, то есть если вы купили маккули заводское, то можно добавить и обычных магазинных дрожжей, потому что тогда хлеб может не сильно подняться. И добавляем изюм, любые орехи, и можно даже добавить кукурузу или горошек. Так тоже делаю, если, смотря что вам больше нравится. И семечки можно тоже положить. Все это хорошо перемешиваем и подготавливаем стимер. Но у нас стимер в таком виде, это кастрюлька. Дальше мы устанавливаем сам стимер и закладываем на стимер влажную, чистую, натуральную ткань или марлю, сложенную в несколько слоев. С бамбуковым стимером все происходит по той же схеме. На ткань мы устанавливаем форму для выпечки, любую, какая у вас есть. У нас форма меньше стандартной, поэтому мы будем делать 2 хлебушка. Нашей массы хватит на 2 хлебушка. Если у вас обычная стандартная форма, то тогда на 1 хлебушек. Заливаем тесто в форму, распределяем его равномерно. И если куски ткани мешаются, то уберите их. Заверните, накрываем крышкой и пропариваем 20-30 минут до готовности. За это время мы с вами подготовим себе чаек. На мой вкус больше всего подходит чай, но в современности пьют даже с апельсиновым соком, и с кофе, и с чем угодно. В данном случае это чай белой акации. 6-8 цветочков хватает на 200 мл воды. Мы заливаем горячей водой, ждем 30 секунд и получаем очень вкусный, ароматный и полезный разными веществами чай. Как проверить, что наш хлебушек уже готов? Возьмем азиатскую палочку для еды и проткнем хлебушек. Будьте аккуратны, потому что пар будет горячий, не ошпарьте себе лицо и руки. И если на палочке не осталось ничего, она совершенно чистая, то хлебушек готов. Можно его вынимать. Вот как его вынимать, это уже отдельная история. Будьте аккуратны, не обожгите себе ничего, потому что даже тряпка будет горячая. А форму снимать не так-то сложно, нужно подождать, когда она остынет, и, может быть, немножко придется пройтись по форме ножиком вокруг краев, чтобы она лучше вышла. И вот такой вот аппетитный, ароматный хлебушек, совершенно абсолютно на всем натуральном и сам натуральный мы с вами получаем. Хочу сразу сказать, что этот хлеб намного мягче привычного нам хлеба по своей текстуре. И если, допустим, вы на него сверху нажмете рукой, то этот хлебушек автоматически наверх поднимется. Очень интересно, можете попробовать. И приступаем к дегустации. По-моему, очень подходит этот кисловатый вкус к сладкому и ароматному чаю белой акации, который прям-таки пахнет медом. Как я уже говорила, если любите сладкое, то добавьте еще 1 кружку сахара или полкружки в эти пропорции. Мне же очень нравится. И, кстати, больше всего мне понравилось есть этот хлебушек с кимчи. Тоже советую попробовать. Было очень вкусно. Хлеб мягкий, ароматный, слегка с кислицой. И, главное, очень-очень полезный и натуральный. Приятного вам аппетита!